Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ретроградный Уран до 31 декабря. Как изменится моя жизнь? Уран у нас будет в знаке зодиака Телец. Он уже, точнее, там находится с 28 августа, а 3 сентября тоже в знаке Телец присоединяется еще и Юпитер, и опять же ретроградное движение. И если Уран, мы говорим, это планета, которая что-то у нас меняет кардинальным образом, то вот здесь, уходя в ретроградное движение, это будет повторяться период. Внимание, я сейчас назову эти даты, а вы попробуйте переложить на свою жизнь, вспомнить, поразмышляйте, что с вами было с 22 января по 18 августа. Может быть, пару дней плюс-минус. Но вот те события или то, что закладывалось в тот период, или, может быть, какая-то неожиданность, не случайные случайности, метаморфозы, а у кого-то с ног на голову что-то переворачивалось, или какая-то информация приходила. То есть вот проанализируйте, может быть, вы для себя какую-то подсказку найдете, потому что вот те вопросы, которые словно к нам пришли или ворвались буквально у кого-то в жизнь, они теперь будут требовать продолжения какого-то. И это не значит, что ретро-Меркурий мы должны как будто вернуться в прошлое. Нет, это вот те какие-то, как будто были, знаете, как прелюдия какая-то. А вот теперь мы должны к чему-то адаптироваться, исходя из тех событий, которые уже нам как бы о себе заявили. И первый шаг – это принятие какого-то нового порядка или вот этого иррационального, может быть, и действительно у кого-то проигралось, как ломка шаблона. Вот этого иррационального нам просто следует это принять в нашу жизнь. Уран нас учит ведь именно адаптироваться. И я во многих видео говорю, 23-й год, год адаптации, потому что 24-й год, там будут такие перемены, которые сами по себе, и это будет где-то касаться, может быть, и структуры, и более такого глобального порядка. В конечном итоге это будет влиять и на нас-то тоже. Но если мы не можем изменить те события, которые к нам приходят извне, то наше отношение к чему-то мы вполне поменять можем. И ретроградный Уран, он выявит те темы в нашей жизни, где мы словно застреваем. Он хочет, чтобы мы научились жить с новой точки отсчета. Уран ничего не собирается кардинально ломать. Да, могли быть какие-то метаморфозы, как я уже сказала, но это лишь для того, чтобы мы сумели адаптироваться и к последующим переменам тоже, мои дорогие. Давайте мы спросим у карт, как они видят этот период для вашего знака зодиака. Может быть, будут подсказки. Может быть, в чем-то как раз Уран нам поможет разобраться или от чего-то отказаться, от какого-то балласта. И первый вопрос у нас с вами будет. Важное событие именно посредством ретроградного Урана. Что или в какой сфере это будет касаться? Императрица. Для кого-то поменять статус. И здесь, может быть, это ваша работа, может быть, это ваша личная жизнь. У кого-то проиграется материнство, мои дорогие девочки. Правда, и так тоже может быть. Или в целом, это ведь карта власти, но власти мягкой, доброй. Поэтому ваша более сильная позиция, когда вы всем руководите, но делаете это вот как императрица, никто не понял. В чем дело, в чем вопрос, но вроде бы как находится под воздействием вот такой мягкой энергии, но в то же время властной. Вот вам буквально поменять свой личный статус, отношение к самому себе, отношение к тому, чем вы занимаетесь. И если до этого вы себя где-то на вторые роли, может быть, так, согласны были задвинуть, то здесь вот нет, тут как раз о первой роли идет речь. Значит, для себя сделать что-то такое кардинально хорошее, что выделит именно вас, понимаете? Ведь это еще и какая-то популярность, она тоже может проходить. И все зависит от того, что у вас сейчас на повестке дня. Но сама карта, по сути дела, можно заканчивать весь расклад. Но тем не менее, вот важное, что для вас важно, знаете ли, важное событие. Это вот по карте императрицы нашего благополучия в кубе. Не просто в квадрате, а вот всеобъемлющее. Хорошо, давайте мы спросим, что новое войдет в мою жизнь, может быть, за период сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, поскольку Уран и, кстати, Юпитер пробудут в знаке Тельца вплоть до 31 декабря. Что за этот период войдет нового?
Вот с чем-то вы разберетесь окончательно, в чем-то поставите точку, возможно, от чего-то вы откажетесь. По сути дела, туз мечей – это выход из какого-то лабиринта. Вот, видимо, какая-то прежняя история, может быть, со многими неизвестными, как уравнение сложное, вы окончательно решите. И у каждого в какой-то своей сфере проиграется, правда? Туз мечей – это может быть и какое-то предложение, это может быть и ваш собственный инсайт, когда я действую так, как я хочу. И для вас, мои дорогие девы, в этом году, да и на последующий, ну вот уходящего года, вот эти остатки, да, 4 месяца, для вас очень важно, знаете, как прочувствовать, что же я хочу от жизни, вот кем бы мне хотелось быть. Для тех, кто еще на развилке, да, меня смотрит разный возраст. Или какое качество жизни я хочу получить, чем бы я хотела или хотел заниматься. Здесь как будто не надо себе на горло наступать в собственной песне. Здесь нужно как раз свои желания в хорошем смысле поставить в сторону реализации, понимаете? И у кого-то это как раз и получится. Что новое войдет, на что вы сами решитесь. Если вы впустите что-то новое, если вы впустите какой-то альтернативный вариант развития событий, или вот те перемены, которые обусловлены, может быть, ураном, или вот с этого периода, с 22 января по 18 августа, что там у вас происходило, вот принять как данность какую-то новую реальность. Вот тогда перед нами другие перспективы как будто открываются. Мы не боремся с ветряными мельницами, понимаете, а мы как будто действуем целенаправленно, и в этом будет тоже сильная позиция. Каковы неожиданности вот в эти 4 месяца нас ждут для вас, мои дорогие девы? Давайте мы спросим. Это не есть неожиданность, а мы должны закрыть в прошлое дверь, конечно, с арканом императрицы согласна. Причем в то прошлое, которое нас больно ранило или, может быть, для нас было какой-то неожиданности, но это было давно, это было до, скорее всего, может быть, периода с 22 января по 18 августа. Это у кого-то могло быть и пару лет до этого, потому что часто по десятке мечей это те события, которые длятся какое-то время. А это мы теперь видим уже итог, да, десятка мечей, когда мы уже не реагируем, мы что-то завершаем. И для кого-то из вас, если мы говорим, какие неожиданности, человек может о себе напомнить, или какая-то ситуация у вас окончательно прояснится. И если мы говорим окончательно повернуться как бы спиной к прошлому, значит, будут какие-то предпосылки, может быть, события, может быть, разговоры, может быть, какую-то тайну вы узнаете, или очевидное что-то вам, то, что прежде было скрыто, или для вас было как-то непонятно, или, может быть, вы не допускали подобное развитие событий, а здесь мы принимаем как данность, и нас уже это не держит. Давайте мы спросим, что будет радовать вас, мои дорогие девы, за этот период? С сентября по декабрь. Королева мечей будет радовать, знаете, как ни странно, логика, расчет на самую себя. Пусть не в этой колоде карт другой, это прообраз Юдифи у нас королева мечей, а как известно, Юдифь, она как раз сумела вовремя отрезать. Будет нас радовать, когда мы свои планы особо не афишируем, когда мы продумываем до мелочей, до каких-то мелких, может быть, пунктов и надеемся сами на себя любое дело. Когда мы можем пойти, ну, правда, по Юдифи, тут как будто можем мы окончательно решиться на что-то. Но я не могу сказать, что это как ва-банк, но если про образ Юдифи, то где-то очень близко. И именно в одиночку. В одиночку, потому что сильная позиция и никто не знает. То есть вот подсмысл этой карты. И плюс наша решимость, и мы что-то можем сделать, ну, грандиозное. Грандиозное такое, понятно, для самой себя, но для кого-то это может быть, как, знаете, квантовый скачок вперед, с чем-то окончательно разобраться. И это будет, безусловно, нас радовать, окончательно поставить в чем-то точку, итог подвести. И если мы сказали по тузу мечей выход из лабиринта, вы как будто его сами находите, мои дорогие девы. Что будет нам помогать? Ну, можно сказать, по этой карте логика, где-то рационализм,
знаете, холодный ум будет нам помогать по этой карте. Ну и вот по справедливости, когда мы поступаем по закону, когда нет противоречия между нашими действиями и какими-то законными и подзаконными актами. Все-таки примите это во внимание, когда выпадает карта справедливости или юстиция, в других это колодах называется. Мы не должны буквально нарушать какой-то порядок, закон, установленные традиции, может быть, отчасти, чтобы где-то не вызывать огонь на себя. И наш эмоциональный баланс нам будет тоже, безусловно, помогать. Когда мы можем обратиться к специалистам, может быть, юристам, адвокатам, если того требует ваш вопрос. Мы что-то должны знать наверняка и с чем-то не просчитаться. Это в целом нам будет помогать. Что нам может помешать, мои дорогие девы, для вашего знака? Давайте узнаем. А вот если мы что-то не проясним, карта Верховная Жрица, нам может, знаете, как казаться, вот хорошая карта, ведь это карта интуиции, но здесь, видимо, для вас не столько интуитивные какие-то предчувствия, а вашу интуицию словно еще нужно подкрепить каким-то материальным смыслом или каким-то фактом, который, может быть, свершился, произошел или то, что есть на самом деле. Самое главное будет, может быть, отчасти мешать какая-то глубокая философия. Вам сейчас как будто не до нее. Оно и правда. По императрице это ведь то, что в моменте здесь и сейчас. Это уже какая-то структура и порядок, который вам надо, может быть, отстроить. Из тысячи неопределенностей вот такие для вас задачи. Какие двери передо мной будут открыты? Давайте для вас, конечно. А то мне пишут, почему вы себе задаете вопрос. Но я как бы от первого лица, мы ведь для вас делаем расклад. Для девы какие будут двери открыты? Да практически любые. Нет как таковых дверей по карте старшего аркана умеренности. Сама по себе карта говорит умеренности. Ты не спеши. И, кстати, энергетика где-то совпадает с императрицей, потому что она тоже никуда не торопится. И ваш знак, он такой достаточно... Вы любите какой-то либо план, либо какую-то размеренность, но не американские горки. Значит, вы будете где-то в своем ритме находиться, и для вас практически нет ничего невозможного. Если мы что-то не убыстряем, да, допустим, пришли какой-то документ к чиновнику оформлять, а у нас не получается сделать это сразу, и вот мы эмоционируем, досадуем, а здесь как будто нет. Нам наоборот карта говорит, если что-то у тебя будет словно становиться на паузу или задерживаться, то просто знай, это для чего-то тебе нужно. Значит, может быть, день-другой пройдет, и этот вопрос ты решишь еще быстрее. Вот примите это к сведению. Что я смогу осуществить, вы, мои дорогие девушки? Что вы сможете осуществить вот так вот с точкой за период сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь? У кого-то, правда, материнство может касаться, иногда по пажу кубков это... Вопросы, связанные с нашими детьми, проходят. Ну, у кого-то дети, буквально какая-то семейная ваша история. Или по пажу кубков у кого-то предложение, может быть, ваше предложение кому-то, а может быть, и вам кто-то будет делать. Но что я могу осуществить? Вообще, это карта радости и вдохновения. Значит, ну, каковы бы ни стояли сложные задачи, для вас они абсолютно решаемые. Значит, что-то вас порадует, какой-то итог вы получите. Давайте мы достанем по одной карте на месяц. Например, сентябрь. Чем для вас это ознаменуется ретроградный Уран. По карте отшельника нам никто не мешает. Но и мы-то тоже надеемся сами на себя. Какой-то путь, правда, мы должны проделать в одиночку. Вот выход из этого лабиринта. С чем-то мы сами только должны разобраться, и чтобы нам никто не мешал. Отчасти интуицию мы как будто слушаем, да, по крайней мере в сентябре. Она нам дает нужные подсказки. И по карте отшельника как раз посмотрите, фонарь, это прообраз интуиции нашей, он загорается как будто когда время. И вот отшельник подсвечивает, а на дороге змея. Поэтому у кого-то буквально будьте внимательны к окружению, будьте внимательны к информации, которая вокруг вас словно крутится или в которой вы находитесь. Все подмечайте, но вот будьте мудрецом. С одной стороны, не соскальзывать в глубокую философию, а с другой стороны, видимо, карта нам что хочет сказать? Первое. Мы продолжаем какой-то свой путь, какое-то свое намерение и цель. Это раз. А второе, мы не поддаемся эмоциям. Все-таки карта отшельника, она достаточно холодная карта.
Отшельника невозможно купить, его невозможно разжалобить, его невозможно вывести из себя, его невозможно купить на лесть. Вот, но идем как будто одни. И понятно, рисковать собой не стоит. Сентябрь, давайте смотрим, что для вас октябрь по ретроградному Урану, то есть как для вас Уран. По пажу мечей у кого-то, опять же, вопросы могут быть с детьми, но по пажу мечей есть такое значение, когда мы ищем правду. Мы хотим докопаться до какой-то истины, что есть по факту. Мы можем обращаться, опять же, кто-то из вас, юристы и адвокаты, или просто сами какую-то информацию, может быть, разными путями искать про законы. Так вот бывает. Или мы можем собирать досье на человека. Но с чем-то мы хотим определенно разобраться. Может быть, для вас это будет необходимо, чтобы принять какое-то важное решение. Давайте посмотрим, что по ноябрю для вас, девы мои дорогие. Семерка кубков. Самое главное, с чем-то будет определиться, чтобы не было какой-то иллюзорности. Может быть, это период, когда, знаете, словно наше рассеивается внимание, есть много возможностей. С одной стороны, карта говорит 7, если по нумерологии сам по себе ноябрь месяц не будет какой-то синкопы. Будет больше воодушевления, вдохновения, чего-то захочется делать. И нам, кстати, карта, вот как умеренность, тоже говорит, ты не торопись, но определиться тебе с чем-то придется в ноябре. Как будто 7 кубков, а выбрать мы можем только один. На выборе будете стоять каком-то. У кого-то это в личной жизни проиграется. Но семерка кубков, это может быть любой выбор, это касается работы, бизнеса, отношений или вашего окружения. И что же, какой у нас будет итог с ретроградным Ураном в декабре? Карта «Страшный суд». Видимо, действительно какое-то важное решение вы должны принять или найти выход из какого-то лабиринта, из какой-то ситуации, причем так окончательно, чтобы больше не оборачиваться назад. По карте страшного суда это в конечном итоге избавление от боли, от страданий. И эта карта возрождения, очень добрая карта со светлыми такими энергиями, эмоциями, как будто нас пространство избавляет навсегда от какого-то жизненного урока. Поэтому, если мы говорили про лабиринт, мы говорим, что статус может поменяться. И вот за эти 4 месяца вы, словно, знаете, можете сделать больше, чем за целый год. У кого-то проиграется и так. И поэтому не удерживайте все то, что уходит из вашей жизни, это точно. И встречайте все те возможности, даже если они поначалу кажутся какими-то нелепыми, или мы раньше не допускали, что мы поступим таким образом, или что нас заинтересует что-то подобное. Здесь все-таки альтернативный какой-то вариант, он проходит по этому раскладу, тем более с учетом Урана. Мы к чему-то адаптируемся, мы проходим, сдаем этот жизненный экзамен, и в конечном итоге действительно мы получаем, как вот по пажу кубков я сказала, вдохновение, радость. В декабре уже как будто мы сможем вздохнуть свободно и спокойно, мои дорогие девы, потому что будет итог, и который нас очень может даже порадовать. Где-то будет зависеть от того, как вы воспользуетесь тем, что есть вот в вашей ресурсности какой-то, и от того, насколько у нас хватит мужества, словно найти вот этот выход из лабиринта и отказаться от прошлого, дабы закрыть в него дверь. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.